Сегодня 15 апреля, шорт по битку тяну. Посмотрим, что у нас с биткоином. Напоминаю, я показываю, как работает большой капитал на основе больших таймфреймов, нестандартные таймфреймы, которые каждый день я показываю. Я показываю мульти-таймфрейм на приватном индикаторе, который я сам разрабатывал больше 1,5 года. Для зрителей, которые только попали первый раз на мой канал, коротко объясню, как это работает. 104 разделить на 4 получается 26 дней. На одном графике мы видим два таймфрейма. Вот эта беленькая гистограмма на MACD это 104 дня, а вот эта желтенькая это 26 дней. Коротко, когда нужно было продавать? Продавать нужно было вот здесь, был перехай, вот это медвежья дивергенция на 25-дневке. Когда вообще нужно было глобально уже разворачиваться в шорт? Когда у нас в теле, вот 104 дня, вот видим мы в теле, видим гистограммы, желтую гистограмму это 26 дней. Когда она уже показывает медвежью дивергенцию, это уже сигнал на разворот. Вот тут мы видим, да, тут ну как бы нету медвежьей дивергенции, но вот тут уже она есть, цена растет, а 25-дневка показывает медвежью дивергенцию. Тут мы делаем финальный перехай, тут уже нужно было сидеть в кэше, и тут перехай финальный, и медвежья дивергенция сохраняется. Когда нужно было покупать? Покупать нужно было на бычьих дивергенциях. Вот тут мы снижаемся, тут вот первая бычья дивергенция, вторая. Тут, конечно, страшно было покупать, да, но так работает рынок. 22 год, цена растет, вот первая медвежья дивергенция, вторая медвежья дивергенция. То есть в теле, ну тут не в теле, тут просто биток, он очень молодой, если посмотреть евронефть, там очень хорошо все рисуется, и можно понять. Также я нажмите на паузу, вот подготовил для вас выжимку, вот, допустим, 30 блогеров со всего мира. Вот за рост 12 человек, за падение 10 человек. Тут вот разные новости, тут вот дивергенции. Вот с 30 видео найдено за рост дивергенции 2, за падение 6. Это я добавляю в канал, вот на вкладке сообщества, вот здесь можно будет все это посмотреть. Переходите и смотрите, пока нету телеграм-канала, буду туда постить. И что? И поехали дальше. Посмотрим нестандартные таймфреймы, те таймфреймы, которые даже большой капитал не смотрит, или трейдера там от 10 лет и старше. В общем, это у нас 104 дня. Мы понимаем, что цена снижается, индикаторы также снижаются синхронно. За разворота нету никакого сигнала. Старший таймфрейм на снижение показывает. Дальше, таймфрейм 52 дня. Это не то, это 156. А вот у нас 52 дня. То же самое. Цена снижается, индикаторы снижаются. Вот тут уже гистограмма 13 дней зашла в тело, но этого мало. Нам нужно, чтобы была выше дивергенция, как вот было здесь. Цена вот тут снижалась, а тут была выше дивергенция на 13-дневке. И на MACD, линии вот эта желтенькая, также должна быть выше дивергенция. Этого пока нету. И также немаловажно, вот это объем также должен показывать бычьи дивергенции. У нас сейчас абсолютно ничего не наблюдается по объему. Объем показывает, что столбик увеличивается, уменьшается, вернее, но это все синхронно идет. Если бы мы обновили вот эту проторговку, и это все сохранилось, да, я бы сказал, что это бычья дивергенция. Пока этого не наблюдается. Нам нужно обновить вот эту свечу, вот этот фитиль, и чтобы 13-дневка сохраняла бычью дивергенцию. Дальше, 26 дней. 26 дней, здесь light time frame 7 дней. Тут мы видим, что 7-дневка, недельный таймфрейм уже в перепроданности, вернее перекупленности, он уже в положительной зоне, цена далеко вот этого фитиля, то есть тут цена уже должна быть, а она далеко внизу в боковике. Это уже перегретость, и нам нужно будет разгружать этот 7-дневный таймфрейм. 13 дней. На 13-дневке light таймфрейм 3 дня. На 13-дневке тоже перегретость, и на 3-дневке и 13-дневка также скрытые медвежьи дивергенции. 8 дней. На 8-дневке у нас light таймфрейм 2 дня. На 2-дневке уже у нас рисуется медвежья дивергенция. Это уже все, финальный импульс уже получили мы. И нам теперь нужно снижаться, разгружать таймфреймы. Видим, вот это медвежья дивергенция. Тут мы перехай сделали вчера. И сигнал у нас обратный. И на 8-дневке также у нас медвежья дивергенция. 8-дневка уже зашла в нулевую, даже чуть выше нулевой линии по положительной зоне. Дальше смотрим 4 дня. 4-дневка нам показывает light time frame 1 день. И 4-дневка также у нас рисует скрытые медвежьи дивергенции. Мы по цене должны уже быть на хаях. А по цене, ну да, по цене, а индикаторы уже прибили, вот эти хаи видим. И дневка нам показывает, что у нас медвежий дивер. Вот так вот мы идем на понижение, а цена пытается идти в рост. И также по объему немаловажно, обратите внимание, объем также показывает медвежью дивергенцию. MACD показывает скрытую медвежью дивергенцию. 2 дня, 2-дневка у нас показывает 12 часов медвежья дивергенция, light time frame. И тут все понятно. Один день, медвежья дивергенция вот здесь локально, да. Вчера мы сделали рывок, и медвежья дивергенция есть. На 6 часовке также медвежья дивергенция. И если протянуть вот от этой вершины до сюда, то тоже медвежья дивергенция.
То есть все намного печальнее, нежели говорят там, что все, мы идем на 80, на текущих можем уже пойти. Сейчас я буду вам еще дальше аргументы показывать. Из аргументов я где-то 2 недели уже говорю, что нам нужно прийти к ценовому уровню, и это будет стопроцентная шортовая ситуация. Вот мы вчера тютелька в тютельку потрогали и получили откат. Да, так просто не будет. Допустим, что это уже мой второй шорт. Я изначально брал шорт вот здесь, потом на воскресенье я показывал в табличке. Вот моя табличка, она показывает от 1 минуты до 30 дней дивергенции в 5 индикаторах. Мы сейчас видим, что от 11 до 16 часов все красное. Это все таймфреймы диаграмма медвежьей дивергенции. Также вот 8 часов 9. Ну, короче, все очень страшно просто. Если сюда посмотреть, то и фондовый рынок перегрет, и, э, короче, жесть просто. И на выходные в понедельник я видел, что вот тут в этой зоне все было красное, и мы получили снижение на где? Вот. Вот тут я это все видел, это когда было, вот в воскресенье 15:00, тут были бычьи дивергенции на часике. Я зафиксировался, а тут меня просто выбило в безубыток. Сейчас моя точка входа возле, моя позиция возле точки входа, и посмотрим, как оно будет. Я понимаю, что будет тяжело, потому что будет выбивать, потому что сейчас много шортят, и я проведу аналогию, как это было в 2022 году. Напоминаю, что это вторая зона у нас тестируется за этот год месячная в этом медвежьем тренде. Первая зона, кто помнит, это было зимою, вот в этом разделе, вот этой области. То же самое, я думаю, мы сейчас вот потрогаем, потом получим откат, и потом финально выбьем всех и пойдем. А может и не пойдем, будем сейчас разбираться. Понимаем, да, вот это было 6 января, а уже 14 января мы сделали ложный перехай и начали снижаться. Как же это было в 2022 году? Давайте сейчас отмотаем назад и посмотрим. Первая зона у нас была, в принципе, вот здесь чуть-чуть не дотянули, получили откат до, вот это у нас недельная, да, ценовая зона, до недельной получили, потом флэт и сделали рывок, и вот здесь уже около 2%, давайте посмотрим, сколько здесь, около 2-3%, даже ничего себе, 5%, 4, ну, 5% дали от вот этой ценовой линии месячной перехай, тут проторговались и начали снижаться. Это была первая зона, тут как бы все быстро. Раз тест, откат, и выбили, и потом начали быстро-быстро снижаться. Сейчас у нас похожая ситуация, как это было летом в 2022 году. Вот здесь, вот 28 июля, да, вот тут в этой области первый был тест, получили откат небольшой, откат у нас ушел к трех, вот это фиолетовое, это трехдневной ценовой уровень. Мы сделали откат на трехдневной, небольшой флет и вторая попытка, и здесь выбивали всех шортистов, вот первый закол, выбили вот этих пассажиров, потом небольшой откат, потом начали выбивать вот этих, что здесь набрали, потом те, что набрали здесь, откат получили, и вот представьте, это что, 12 часовка начали снижаться, и тут уже красиво так выбили всех, и финально уже начали снижаться. Я думаю, что это все повторится, потому что вот в этой зоне и евро, и фондовый рынок было похожей ситуации, тоже тестировали ценовые месячные уровни, и не все так просто, друзья, потому что, все же видят это, понимаете. Но вообще тренд нисходящий, это говорят старшие таймфреймы. И пока мы вот здесь в этой зоне, давайте я вам покажу на евро, допустим, евро у нас тоже тестирует, вот видите, да, тестанул месячный и откат получает. То же самое фондовый. За фондовый это вообще просто по красоте. То, что я говорил, все ровно так и случилось. Я говорил, что на войнах, типа, вот так вот пилять, вот тут война началась, и вот так вот такая пила. Да нифига, на войнах обычно, если это не манипуляция, то мы снижаемся одной свечой, одна, вторая, третья. И, в общем, развели здесь всех как очень просто. Мы снизились, потом буквально 2-3 дня и компенсировали все, короче, всех побрили. Мы уже возле около хаев. Теперь посмотрите, сегодня еще будет по нефти, по фондовому, по евро. И вы сложите все пазлы в одно целое и поймете, разводит же нас или это действительно настоящий рост. Я считаю, что это фейковый рост, но больше аргументов будет чуть позже по обзору по фондовому. Тут я говорил, что как раз вот сюда все придут, будут положительные новости, но тут не нужно, чтобы флэт был. И будут сейчас набивать лонгистов сюда, чтобы будут говорить обещания, что мы полетим выше, но это уже перегретость. Это перегретость, и мои индикаторы показывают, что мы будем снижаться. В общем, по фондовому мы поняли. Давайте разберемся дальше по уровням волатильности. У нас есть 12-часовой уровень волатильности, который мы протестировали вплоть до заливки красного уровня. Это оверперегретость. Вот здесь у нас была перегретость, тоже мы красный уровень заливку протестировали, сделали снижение до, это у нас красное, это дневной.
Как раз мы сейчас тоже дневной ценовой тестируем. Это минимум, максимум вот здесь. Дневной мы протестировали, а трехдневной вот начало этой свечи. То есть мы можем вот эту свечу поглотить, и потом уже будет видно. Тут мы понимаем, что мы сейчас перегреты. Нужен какой-то флэт, чтобы в рост идти, да, и наблюдать. Но смотрим на индикаторы 12-часовка, нам говорит, что мы сильно перегреты, нам нужно разгружаться. Как оно будет, будем разбираться, потому что мы можем тут рисовать скрытые бычьи и повторно выбивать вот этих шортистов, что налипли здесь. Это у нас 12-часовка. Давайте посмотрим на двухчасовку. Двухчасовка что нам рисует? Она нам рисует, здесь у нас тысячная, двухчасовая, вот, эма тысячная. Мы сейчас, пока это у нас служит поддержкой, по каналу мы где? Мы внутри канала, вот верхняя зона уровня волатильности сопротивления и нижняя поддержка. То есть обычно возле поддержки или возле сопротивления я ищу сигналы бычьи или медвежьи. Сейчас мы пока вот здесь. Нужно дождаться либо сюда, пока тут флэт, вот в канале уровня волатильности. Дальше посмотрим, куда же мы придем. Тут у нас показывает, что у нас что тут? Вот была бычья дивергенция на 30 минутке. Ну, это так слабенько, но бычья дивергенция вот присутствует, видим, да? Мы обновили фитилем вот эту свечу, а 30-минутка показывает бычью дивергенцию. И что тут еще можно показать? Ну, вот так вот можно натянуть, типа, это скрытая медвежья, скрытая бычья. В общем, ну, пока флэт, и я ожидаю, будем снижаться к нижней области, можем и не прийти, а может 2-3 дня будем так флетить и снижаться, как вот здесь было. Так, тут будет долго, чтобы отключать, но вот тут мы флетили, да, ничего не тестировали из уровня волатильности, и потом тут из-за облаков плохо видно. Давайте я попробую отключить. Так, вот так будет лучше. Ну, примерно где-то вот вот этот уровень мы чуть не дотянули и начали откатываться. Это момент субботы, да, а если вот тут у нас был перехай, то... Так, стоп, куда я ушел? Ну, думаю, да, думаю, вот тут будем наблюдать. И как раз это будет ну, нормальная коррекция. Вот тут как раз будет 0,5 FIBA. Вот, это будет 70528. Ну, в общем, пока так. Пока, я думаю, ну, шорты сейчас все хотят, потому что цена как бы выросла, да, но я думаю, сейчас будут разматывать, будет боковичок и будет туда-сюда, вверху будем, короче, пилять. А потом уже нужно будет понимать структуру и когда будет снижение. В общем, по индикаторам, по табличке, тут мы видим, да, 25-минутка скрытые медвежьи, это задержка 1 бар от 12 до 15 до 16 часов медвежьи. Ну, короче, пока все перегрето и нужно разгружаться. Вот эти индикаторы все вы можете получить абсолютно бесплатно, нужно просто быть моим рефералом, я вас обучу, дам все доступы и будете правильно понимать рынок, будете анализировать не только вот как по одному таймфрейму, а и мультитаймфрейм у вас будет. Все, лайк, подписка.